Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре новая японская ветка в лице 8 левела Type 57. Именно на этом танке, именно с 8 левела, на этих тяжелых танках начинает работать система охлаждения ствола, тем самым улучшая точность орудия тяжелого танка. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты это до сих пор не сделал. Ну а мы с вами сначала пойдем изучим бронирование Type 57, тем более это тяжелый танк. Погнали! Итак, коллижн модель нашего Type 57. У нас такой прям клюв какой-то, смотрите, прям какая интересная группа броней, сколько тут вообще в корпусе. Ну-ка давайте. НЛД, а нифига себе НЛД. 190, 184. И это 8-й танк. Соответственно, уже немного рамбуй. Ну хотя нет, здесь плоскость. Ну чуть-чуть будет прибавлять. Ну в целом, да, большой НЛД. Но у нас одноклассники, такие как из 5, из 6, Крайслеры всякие, обычным типом снарядом могут и не пробить в этот клюв. Вот что я хочу сказать. Ладно, где катки? Там жуть. Все, 200 там в приведенке дальше идет, да? Так в целом 250, нифига себе. Надгусеничные полки рикошетные 429. Короче, вот эти части очень бронированы. Все, запомнили. Переходим в ВЛД. Но НЛД неплохое. Вот, переходим к ВЛД. 208, 218. А вот это, конечно, по нищему. Да, НЛД здесь сделали реально прям крепкое, а вот ВЛД что-то пожадничали. Ну что это такое? 208, 217. Щеки надгусеничных полок. Здесь рикошет, приведенка, очень хорошие углы склонения. Люк мехвода тоже рикошет. И верхняя планка рикошет. То есть вот эта вот обводка, как и нижние вот эти вот щеки НЛД, круто все забронировано. То есть вот так вот можем провести. Вот этому танку сюда лучше не стрелять. Только вот прям сюда по центру ВЛД, либо в НЛД. Ладно, есть еще, кстати, у нас, я даже не знаю, что это, подбашенный цилиндр квадратный только, не знаю. Но там нормально, вот здесь 270. Хорошо. Башня по передней части у нас такая сферическая, можно сказать, да. Кругляк вокруг ствола 300. Здесь рикошет маски 288, 290, 290. Все, с маской все хорошо. Вот этот, что это такое-то там? Это под стволом какая-то выемка. 261. Ну, в принципе, даже неплохо, только голдой, даже десятки, девятки должны пробивать. Здесь 318, 400, все, ребята, башня топ. Ну, вы посмотрите, что происходит. Охренеть. Верхняя, рикошетная, 45 мм приведенки. Значит, по правилу 3 калибров от 150, нет, 120 и 15, от 135 мм сюда только можно закидывать. Остальные калибры ниже 135 сюда не пробивают. Есть люк. И он, честно говоря, находится в задней части башни, что хорошо. Он небольшой и имеет 142. По краям уже чуть больше, до 180. Ну, тоже непростой люк. Так, борт у нас немного гнут из закаточной части. Вот. И здесь тоже все изогнуто. Соответственно, сколько у нас тут всего? 73. Вверху 98, 200 здесь наверху. Понятно. Танковать будет. Причем очень хорошо. Нормально будет танковать. Миллиметры позволяют. Здесь все рикошеты. Здесь рикошеты. Получается, подставляет только вот эту вот. Наверное, вот так вот. Вот эту часть. Вот этот угол. Вопрос, увидите ли вы его, когда танк повернет пушку? Скорее всего, нет. Так что от борта этот танк танковать будет знатно. Так, с броней разобрались. Броня интересная. Прям реально интересная. Давайте смотреть основные модули. Я уже все в топ вкачал. Да, и вам рекомендую. Топовый двигатель. Танк не едет ни хрена. Это я вам уже сразу говорю. Топовый ходовой. Также ему важна в связке с двигателем. Ну, топовую рацию. Ну, а почему нет-то? 750 против стоков 402. В 2 раза почти. Обязательно качайте. Топовую башню качайте. Выходите на топовую пушку. Пушечка у нас 105 миллиметровка.
360 альфа, вот на основном и на голдовом, 440 на фугасе, 228 пробития на основном, 280 на голдовом снаряде, 53 на фугасе. Пушка заряжается, это опять же стоковые значения, 10 секунд, вот ДПМ 2160. Когда часто стреляете, что называется, не давая стволу отдохнуть, точность ваша 0,42 обычная тяжелого танка, да, 0,28 точность, когда вы, так сказать, охладите ствол, механика новая. Вот, время остывания орудия после выстрела, ребята, 13,5 секунд. Ну, таких моментов в игре будет предостаточно, когда вы просто не стреляете. В этот момент ваша точность будет улучшаться до 0,28. Вот интересно, оборудование еще на эту точность как-то будет влиять? Сейчас посмотрим дальше. Вот, 2,3 секунды время сведения. Хорошо. Касаемо полевой модернизации. Значит, во втором слоте вездеходная ходовая. В четвертом еще точность улучшаем. Потому что время сведения у нас в принципе комфортное. Звукоизоляцию берем в пятом слоте. И в шестом берем мобильность. Потому что на этом танке, ну, я забегаю вперед, сразу вам скажу, нужно играть только с турбиной, обязательно с турбиной. Без турбины он очень кволко, вяло, много разных слов, да, едет. Поэтому рекомендую все-таки ставить сюда турбач. По оборудованию закалка, турбина и досал. Я еще даже инструкцию на турбину поставил, потому что он даже, этот танк, с турбиной и с инструкцией на турбину свою максималку не может набрать по прямой. Вот такая вот интересная машина. По снарядам. Основной у нас бронебойный. Скорость полета хорошая. 1160. Нифига себе. Голда у нас кумулятивный снаряд. Летит 980 метров в секунду. А фугас летит так же, как и кумулятивный снаряд. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможности данного агрегата. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь, что касаемо, в принципе, плюсов и минусов тачки, да. Что касаемо ствола, это одни сплошные плюсы. У нас есть специальная механика, когда ствол остывает, и, господа, точность на тяжелом танке улучшается, вот в данном случае у меня до 0,25. У меня еще не вкачана полевая, но можно сделать еще лучше. 0,25, господа. 0,38 тоже достаточно неплохая, как для тяжелого, без остывания ствола. У нас хорошая УЭН, а мы помним броню в башне. За исключением лючка ослабленных мест нету вообще. Пушка заряжается у нас 8,49. При альфе в 360 в принципе нормально. У нас хорошая скорость полета снаряда. То есть по пушке в целом вообще нареканий никаких нету. Можно сказать, по пушке имба. Хорошо, дальше. По количеству хп. 1760 для тяжелого танка норм. По мобильности 44 вперед, 17 назад. Казалось бы, цифры-то какие? 16,88. Почти 17 лошадей на тонну удельную мощность. Но и уже проверено. Хрен он их набирает. Даже эти 44 иногда увидите. В основном это 42-43. И набирает он свою максималку очень туго, очень странно. Цифры говорят об обратном, но по факту я уже знаю результат, да. И обзор, господа, как я уже говорил в ранних обзорах по там 5, 6, 7 левелу этой ветки, равно как и там сколько-то назад, я уже не помню, когда у нас двустволки-то появились. В 2021 или 2022 году, в 2021, по-моему, да, уже тогда картошка делала обзор тяжелым танкам более лучше, нежели в среднем по уровню там, да, среди разных наций. Так и это, вот вышла новая ветка тяжелых танков, и обзор каким-то волшебным способом стал 439 метров. Ребята, на стойке у нас нету ничего на обзор, кроме доп. Пайка. Нету. Но у нас 440 метров. Круто. Ладно, предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, на что Тай-57 способен. Погнали.
Так, господа, обзор боем у нас Type 57, японский тяжелый танк, новая ветка, 8-й левел. Попали мы, кстати, в сетап к 8-кам, что приятно. Честный бой, вот все такие бои должны быть. Выходите в бой на 8-ке, вы должны попадать только к 8-кам. Выходите в бой на 9-ке, только к 9-кам. На 10-ке, к 10-кам и так далее. Не должно быть там на 8-ке к 7-кам попадать, к 6-кам. Либо наоборот там к 9-кам, к 10-кам. Ну что это за дерьмо такое? Ну, по подвижности, смотрите, я даже 44 пока еще не увидел максималку. Что-то он не может свою максималку набрать. И с места стартует он достаточно вяло. Короче, пока такое. Спорное. Пока спорное. Тяжей много. Наши пытаются что-то на центре делать. Не знаю, получится у них, нет. Ну, на позицию мы, во всяком случае, приехали, можно сказать, первыми. Ой, хорошо, ТСТ обоссали вообще знатно. Как-то я его не пробил. Это что это за шутка такая злая? Блин, в труп стреляем. Дали. Дали, дали. Но они центр забрали. Гаденыши. В туза к нам заехали. Блин, в ЛД попал. Под диким углом. Ах ты. Стоял, ждал. Да, корпус у 63-го слабенький, конечно, чтобы даже говорить нечего. Корпус у него дырявый. Так, ну. Выходим от башки, попробуем. Так, ствол будем обстужать? Или так за нем? Да, я думаю, так можно. Есть. Ну, ребят, по захвату выиграли. Ну, 3000 суммы сделали. План для 8-ок, как всегда я говорил, суммарно. Ну, 2600 настреляли, 400 насветили, грубо говоря. 3К слабовато, конечно. Здесь много было неудачных выстрелов. Но в целом
Хочу сказать, что у ВН есть, броня в башне есть, точность у пушки явно присутствует, особенно в этом же спецрежиме. В принципе, танк неплохой. Вот восьмерка, смотрите, я уже сделал обзор на пятерку, на шестерку, семерка говно, да. Вот среди всех этих танков, уже сыграв, наверное, третий бой, да, второе место по урону у нас, да, хочу сказать, а восьмерка на самом деле годнота. Я боюсь, как бы она лучше вообще ветки не оказалась из тачек. Почему? Потому что, ну, гайды там, стримы других блогеров на десятки я видел. Многие плюются от этого танка. И пока вот по личным ощущениям, это лучший танк и ветки. Я еще не щупал девятку, мы ее будем качать сегодня на стриме, да. Вот. Но восьмерка, ребята, неплохая. Прям реально неплохая. А кто уже начал танк качать, делитесь своим мнением об этом танке. Вот под роликом, какое вы используете оборудование. Стаб, наверное, этой пушки не надо. Здесь все более-менее, кстати. Закалка, да. Досел, да. Но мне кажется, ну, турбина то. Вот факт турбина, да. Потому что он даже с турбиной хреново едет. Вот турбина ему точно, да. Ребята, по пятибалльной системе, наверное, 4 даже с небольшим плюсом поставлю этому танку, потому что реально годнота, вот, на мой взгляд. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.